Сегодня в программе «Космическое раскрытие» с нами Дуэйн Алинджер, бывший владелец рискованной нефтяной подрядной компании. Обнаруживший систему подземных пещер, пролегающих под его ранчо площадью 65 гектаров в штате Юта, местом кое-каких весьма необычных аномалий. Также к нам присоединяется Тим, советник по тактике для секретных аналитиков, пытающихся понять миссии и стратегии разведчиков инопланетян на этой планете. Джентльмены, добро пожаловать. Дуэйн, не могли бы вы рассказать нашей аудитории о вашей связи с инопланетянами и НЛО? О, Господи! Хороший вопрос. Что касается инопланетян или НЛО, вы бы сказали, что об инопланетянах я знаю немного. Но в ходе проекта, на тех 65 гектаров земли, на которых мы находились, я видел 9 разных кораблей. Что это было? Что вы искали? Через что вы прошли и стоило ли это всех расходов? Экспедиция длилась 90 дней, со всем оборудованием и со всеми людьми. Что вы искали? Ну, нам сказали, что Эйгио там буквально просачиваются из земли. Знаете, это всегда привносит интригу. Вот с чего все началось. Пожалуйста, объясните аудитории, что такое Эйгио. Эйги – это серебро, золото. Вот что мы искали на склоне горы, на западном склоне. То есть, пока вы это искали, во время бурения, натыкались ли вы на нечто ненормальное? Не пользовались спутниковой технологией. Джордж Стивенс, бывший сотрудник ЦРУ, во времена Вьетнама они тестировали людей на дальтонизм. Вот как мне это объяснили. Вы или я видим 16 оттенков серого цвета, он видит 32. Всего обнаружилось 5 таких парней, и он был одним из них. Знаете, во времена Вьетнама вьетнамцы часто рыли туннели под горами, а у нас был спутник, запущенный, по его словам, в 1954 году. В общем, вьетнамцы рыли туннели, выскакивали из них и нападали на нас. Но с помощью спутника он мог видеть, как меняются цвета разных деревьев из-за нарушений корневой системы и все такое по полной программе. Стивенс передавал координаты военным, и они бомбили выход из туннелей. Также с помощью спутника Джордж Стивенс обнаруживал золото, серебро, иридий, платину и другие элементы. Он мог видеть их цвета тоже. В итоге он создал компанию с этой технологией. И поскольку он работал, полагаю, на ЦРУ, ему выделяли много спутникового времени на то, что он делал для правительства. Он и вышел с проектом на тех 65 гектаров. Он был первым, кто продемонстрировал нам наличие золота и серебра. Он никогда не упоминал об иридии, платине или чем-то подобном, но показывал нам местонахождение целевых мест. А еще, с помощью спутника Джордж Стивенс мог видеть ионные всплески, исходящие из Земли. И в ходе работы проекта на западном склоне он всегда говорил, что ионы не будут выходить точно по прямой. Вы могли бы сказать, что они рикошетят по разным причинам. Стивенс буквально запал на ту землю и был первым, кто сказал: здесь, сейчас, это большой проект. Предстоит много раскопок и все такое. Мы находились на склоне горы, поэтому, казалось бы, все будет легко, но это не так. И еще он поведал нам, где именно следует копать. Думаю, это была самая безумная вещь, которую я когда-либо слышал в своей жизни. Именно так мы и копали, мы искали не воду, но наткнулись именно на воду. Именно там из-под земли начали появляться слепые лягушки. Так мы узнали, что в системах пещер есть вода. И вот откуда произошло название ранчо «Слепая лягушка». Не нужно быть гением, чтобы это понять. Итак, вы отправились туда и занялись бурением в поисках золота и серебра. Под землей вы нашли систему подземных вод, возможно, привязанную к этой пещере. В то время, во время бурения, не происходили ли какие-нибудь странные феномены? Проект на западном склоне нам пришлось закрыть. Какое-то время мы были вынуждены ждать, пока не смогли переместиться на восточный склон. Именно там, на восточном склоне, мы собирались начать наш проект с Доном Николофом, который был связан с Иеремией Дэвисом. Кто такой Дон Николов? Николов, его больше нет рядом. Он скончался,
но после него осталась передача «Очевидные следы». Он был телеведущим для подкастов и тому подобного. Был связан с Иеремия Дэвисом. Это и были те два парня, которые дали нам целевые места на восточном склоне, проект, в ходе которого мы должны были раскопать большую площадь на восточном склоне горы, что было полным безумием. Вы упоминали спутниковую технологию. Как вы думаете, она как-то связана с тем, что они знали, что вы что-то найдете? Ну, я не знаю, чем они пользовались, так как частью того была другая группа. Полагаю, они больше полагались на информацию сверху, чем на спутниковую технологию. Думаю, потому что вы говорите сверху, имея я в виду что? Межзвездную или разум? Ну, возможно, и ту, и другую. В данном случае вы могли бы предположить обе, поскольку Николов был связан со многими подобными вещами. И еще он знал Иеремию Дэвиса, а Иеремия Дэвис был связан с Федерацией. Пожалуйста, объясните, что значит Федерация. Из зоны 51 Иеремия Дэвис был завербован в Объединенную Галактическую Федерацию Хиндона. Объединенную Галактическую Федерацию Хиндона? Да, это то, что мне говорили. Понимаю, что это безумие, но я видел корабли. И что вы делаете? Вы не обманываете себя. Сколько цивилизаций в нее входит? Мне рассказывали, что 574 разные планеты. Это была часть той группы. А наша планета тоже часть той группы? Нет, нет. За нами все еще наблюдают, поскольку, очевидно, у нас есть пути двигаться вперед. Так мне говорили. Потому что мы просто продолжаем раскапывать планету. И да, и нет. Полагаю, проблема в том, что мы хотим быть воинственной планетой, а их больше волнует, что мы можем взорвать, так как это влияет на множество разных вещей. Это было передано вам и Иеремии. Вам и Иеремии? Да, да, да. И Иеремия всегда говорит об этом. Мои разговоры начались после того, как я оказался вовлеченным в дела с этими парнями. Я беседовал с Иеремией по крайней мере раз в неделю, пару часов. Он рассказывал все о том, чем они занимаются. Как Иеремия связан с Федерацией? Он был 4-звездочным генералом для той группы Альянса. Это инопланетяне или люди с планеты Земля? Он всегда говорил, что в их группе все они такие, как мы. Да, он рассказывал, что есть и другие, но в их группу входили все похожие на людей, на нас. Также он уточнял, что они могли выглядеть немного по-другому, немного другие глаза или немного другие уши, но отличались не слишком сильно. Итак, после продолжения бурения, что вы обнаружили? Мы продолжали копать, а потом нам сказали, что нужно сменить буровую установку. И мы перешли на буровую установку в виде платформы, которая копала не ковшом, а чем-то типа стержня, диаметром чуть больше 91 сантиметра. Это была большая платформа, и пользоваться ею на склоне горы оказалось очень трудно. Теоретически, вы должны сделать платформу. Вы добрались до уровня того места, а затем стали бурить. Да, да. Что вы нашли? Ну, наша самая большая задача. Нам сказали бурить до глубины 23 метра. Там мы кое-что найдем. Затем спуститься по склону горы на 20,7 метра. Там тоже что-то будет. Дэвис еще подумал, что это безумие. Нет никаких шансов. Никто этого не знает. Эта земля оставалась нетронутой миллионы лет. А сейчас, как они собираются что-то узнать? И если так, вы все еще могли бы сказать, что они что-то знали. И я думал, ну как бы там ни было, мы сделаем это в любом случае. Итак, с помощью той большой буровой установки мы оказываемся на глубине почти 23 метра и ничего не находим. Я подумал, о господи! И как вы скажете об этом своему банкиру? Вы ведь не занимаетесь финансами. И вот мы спускаемся до глубины 23 метра 16 сантиметров, 23,46 метра, и так до примерно 25 метров. Продолжаем бурить еще глубже, поднимаем шнек вверх, разворачиваем его, а на нем голубая земля. Невероятно. Дуэйн, что такое голубая земля? Не знаю. Я просто знаю, что она была больше похожа на песчаник, чем на твердую породу. Кусочки как бы немного распылены, но все еще.
Если бы это была твердая порода, она бы рассыпалась на крупицы, но все выглядело похоже на песок. Вы когда-нибудь видели нечто подобное? Нет, нет, никогда. И так, как они все, и как. Только мы пробурили дыру на глубину почти 23 метра, затем спустились вниз по склону горы и дошли до глубины 20,7 метра, ничего не нашли даже на такой глубине. А потом откопали слой голубой почвы. В общем, как только мы прошли через те две дыры, той же ночью обстановка накалилась. Похоже на то, что мы высвободили энергию или куда-то впустили воздух. И повторяю, я понимаю, что это звучит дико, но когда мы добрались до голубой земли, той же ночью нам позвонил Иеремия Дэвис. Мы вернулись назад в Вернал, Юта. Нам сказали, что нам просто нужно знать. Поскольку когда все мы прошли через те две дыры, весь склон горы осветился голубой аурой, а из земли стали бить молнии. То есть, вы говорите, что они видели это со спутника, или Иеремия Дэвис получил сообщение от своей группы, в которых говорилось о происходящем. Итак, мы уже были в Вернале, Юта, и я сказал, что мы собираемся вернуться. Нам стоило это увидеть. И Иеремия Дэвис предупредил: смотрите, вы не знаете, что сами там заварили. Вам не стоит возвращаться туда. А я подумал: да ладно, мужик. Мы слишком тяжело работали, чтобы не знать, что происходит. Мы хотим это видеть, узнали ли вы, что это было, голубая земля? Полагаю, той ночью мы спровоцировали панику. Генерал сказал: вам просто нужно знать, как это опасно. Но нас все еще интересовало, правда это или нет, поскольку, да, некий вид безумия. Если кто-то говорит вам что-то, и оно звучит дико, вы все же идете и проверяете, чтобы убедиться, что этот кто-то вас не обманывает. Я не пытаюсь быть грубым с людьми, но вам нужно знать. Да, когда мы выехали из Вернала в Ла-Пойнт, грузовик с бензиновым двигателем, за рулем которого сидел я, начал тикать как бомба замедленного действия, и это было странно. И Иеремия Дэвис говорил с нами по громкой связи. И вот он говорит: прямо сейчас ты останавливаешь грузовик и выходишь из него. Ребята, вы не знаете, с чем имеете дело. А мы уже отъехали от Вернала на 8 или 10 километров и собирались увидеть, что там творится. Следующее, что я сделал, поехал на пикапе дальше. Два парня, которые были со мной, Дон Николов и еще Дука Замарила, выпрыгнули из машины. А Дэвис продолжал твердить: вы, парни, не осознаете, что сделали. Я возразил: ну и что мы сделали? Вы подсказали нам бурить дыру. Он когда-нибудь объяснял, что вы сделали, когда открыли там поверхность? Ну, по-видимому, это имело отношение к голубой ауре и ударам молнии. Как будто что-то выделяло некий вид энергии или высвобождало энергию. И еще было нечто большее, поскольку сразу же в том месте мы видели много странных вещей. Итак, вы просто остановились, вернулись в грузовик и поехали обратно в горы или прислушались к Иеремии Дэвису, поскольку он говорил, что вам не следует знать, что вы наделали. Вы когда-нибудь узнали, почему все оказалось так ужасно? Вот что имело место. После небольших переговоров с Иеремией Дэвисом мы остановились посреди дороги. Думаю, это было еще глупее. Наконец, я просто сказал: нет, мы все еще хотим знать, что происходит. В общем, я вернулся и сел в грузовик. Да. Итак, я включил двигатель. Он заработал. Все было в порядке. Я сказал: парни, тащите свои задницы сюда. Знаете, вот что было дальше. В вершину горы, где мы работали над своим проектом, втягивались 3 корабля, похожие на сферы. Просто яркие, сияющие сферы, а затем туда подтянулись еще 3 и 3 корабля. А дальше, по какой-то причине корабли так разогрелись, что стали убегать от своего же тумана. Когда они парковались, то просто окутывали себя туманом и выглядели как облака. Но знаете, тут я могу ошибаться. Позже в своей жизни Иеремия Дэвис говорил, что у них были размеры 18 метров, 30 метров и 300 метров. А материнские корабли имели длину 24 километра, ширину 6 километров
и глубину в пространстве 1,6 километра. Материнский корабль служил базой.